Всем здравствуйте! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. И в этом видео мы вместе с вами будем вязать второй вариант прически для куколки Карамельки. Первый вариант были локоны из Alize Softy, а второй вариант простые вязаные волосы, паричок и две шишечки. Для вязания потребуется только пряжа для волос, это та же, из которой мы вязали все остальное. Ярнард джинс 50 грамм, 160 метров. Крючок я использую 2 миллиметра. И желательно еще длинную иглу для пришивания. А все остальные части по вязанию куколки вы можете найти в описании под этим видео. Приятного вязания! Начинаем вязать с основы паричка. Для этого делаем кольцо амигуруми. И в него мы провязываем первый ряд 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Колечко стягиваем. Вяжем следующий ряд. Во втором ряду мы провязываем 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда мы вяжем по 2 столбика. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая прибавка. Следующий ряд. Третий мы провязываем 1 столбик без накида прибавка и так повторяем 6 раз. Вяжем первый столбик, в следующую петлю прибавка, второй столбик, в следующую петлю прибавка. Провяжите так еще 4 раза до конца ряда. Довязали, получилось 18 столбиков. Вяжем следующий ряд. Четвертый мы провязываем 2 столбика без накида прибавка и также повторяем 6 раз. Вяжем первый столбик, второй и провязываем прибавку. Первый столбик, второй и прибавка. Довязываем так еще 4 раза. Провязали, получилось 24 столбика. Вяжем следующий ряд. Пятый. Провязываем 3 столбика без накида прибавка. Также повторяем 6 раз. Вяжем первый столбик, второй, третий, прибавка. И повторяем так до конца ряда. Довязали, получилось 30 столбиков. Следующий ряд, шестой, мы провязываем 4 столбика без накида прибавка и также повторяем 6 раз. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, прибавка. Довязываем до конца ряда. Довязали, получилось 36 столбиков. Вяжем следующий ряд. Седьмой, провязываем 5 столбиков без накида прибавка. Также повторяем 6 раз. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и вяжем прибавку.
Довязываем так ряд. Довязали, получилось 42 столбика в конце ряда. Далее вяжем мы 8 ряд, провязываем 6 столбиков без накида, прибавка. Также повторяем 6 раз. 2, 3, 4, 5, 6 столбик и провязываем прибавку. Повторяем так до конца ряда. Провязали, получилось 48 столбиков. Следующий ряд вяжем 9, провязываем 7 столбиков без накида, прибавка. Также 6 раз. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и провязываем прибавку. Еще 5 раз довяжите до конца ряда. Следующий 10 ряд, провязываем 8 столбиков без накида, прибавка. Также 6 раз. Вяжем 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 столбик. Провязываем прибавку. Довяжите так ряд до конца. Довязали ряд до конца, получилось у нас 60 столбиков. Далее с 11 по 18 ряд, это у нас получается всего 8 рядов, провяжите по 60 столбиков в каждом ряду. Провязали 8 рядов, теперь будем с вами вязать 19 ряд и в этом же ряду будем вывязывать челку. Для начала провяжите 20 столбиков без накида. Провязали и теперь начинаем вывязывать челочку. Набираем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Дальше со второй петли от крючка, вот это первая, мы ее не провязываем, начинаем вязать со второй. Нам нужно провязать 9 столбиков без накида. Вяжем 1 столбик, в следующую петлю 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбик. Далее вяжем по петлям 18 ряда. Провязываем 2 столбика без накида, 1 и 2 столбик. Вот что у нас уже получилось. Теперь нам нужно с вами набрать снова 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 петля. Также со второй петли от крючка начинаем вязать столбики без накида. Их должно получиться 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 столбик. Далее провязываем 2 столбика без накида по петлям 18 ряда.
Первый столбик и второй. Дальше мы набираем 8 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая петля. Также провязываем со второй петли от крючка. Должно получиться 7 столбиков у нас. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик. Снова вяжем по петлям 18 ряда. Так, вот что получается. Провязываем 2 столбика без накида. Первый, в следующую петлю провязываем второй. Провязали. Теперь набираем 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Вяжем со второй петли от крючка. Должно у нас быть 5 столбиков по цепочке. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик. По петлям 18 ряда провязываем 2 столбика без накида. Первый, второй, далее снова набираем 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая петля. Вяжем также со второй петли. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Провязываем 2 столбика без накида по петлям 18 ряда. Первый столбик и второй. Провязали. Набираем 3 воздушных петли. Первая, вторая и третья. По цепочке нам теперь нужно провязать 2 столбика со второй петли от крючка. Первый провязали и второй. Дальше вяжем 1 столбик без накида. Набираем 4 воздушные петли. Первая, вторая, третья и четвертая. Провязываем 3 столбика без накида по цепочке. Первый, второй, третий. Дальше вяжем 3 столбика по петлям 18 ряда. Первый, второй и третий. Набираем 7 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая петля. Провязываем по цепочке 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Далее по петлям 18 ряда провязываем 2 столбика. Первый столбик, второй. Вот что у нас уже получается. Вяжем дальше.
Набираем 10 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и 10 петля. Провяжите по цепочке 9 столбиков. Провязали 9 столбиков. Дальше вяжем 2 столбика без накида по петлям 18 ряда. Первый, второй. Набираем 11 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10 и 11 петля. По петлям воздушным провяжите 10 столбиков без накида. Провязали. Дальше вяжем 2 столбика без накида по петлям 18 ряда. Первый провязали, второй. Набираем цепочку из воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10 петля. Провяжите по цепочке 9 столбиков без накида. Провязали. Далее вяжем уже по петлям 18 ряда. Нам нужно с вами провязать 20 столбиков без накида. Довязали до конца ряда. Далее провязываем соединительный столбик, воздушную петлю и ниточку обрезаем. Я обрезаю длинную, для того чтобы потом мне хватило ее, чтобы прошить по контуру и прошить все эти прядочки. Примерила паричок на куколку. Вот что у нас получается. Сейчас давайте мы с вами свяжем шишечки и уже после будем пришивать все к голове. Набираем кольцо амигуруми и провязываем в него 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Кольцо стягиваем, вяжем следующий ряд. Провязываем первый ряд, вяжем следующий ряд, второй, 6 прибавок. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая прибавка. Следующий третий ряд мы вяжем 1 столбик без накида прибавка и так повторяем 6 раз. Вяжем первый столбик, прибавка, второй столбик, прибавка, третий, прибавка, четвертый столбик, прибавка, пятый, прибавка и шестой столбик, прибавка. Получилось у нас 18 столбиков в конце ряда. Дальше мы вяжем четвертый ряд, провязываем 2 столбика без накида прибавка. Также повторяем 6 раз. Вяжем первый столбик,
второй и провязываем прибавку. Снова вяжем первый столбик, второй и прибавка. Провяжите так еще 4 раза. В конце ряда должно получиться 24 столбика. Провязали. Следующий 5 и 6 ряд провяжите по 24 столбика без накида. Всего 2 ряда. Провязали. Далее вяжем 7 ряд. Нам нужно провязать 4 столбика без накида, убавка, и так повторить 4 раза. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый и провязываем убавку. Еще 3 раза провяжите 4 столбика, убавка. Следующий 8 ряд нам нужно провязать 3 столбика без накида, убавка, и также повторить 4 раза. Вяжем первый столбик, второй, третий и провязываем убавку. Также вяжем еще 3 раза 3 столбика, убавка. Закончили вязать 8 ряд, он же был у нас последним. В следующую петлю провязываем соединительный столбик, воздушная петля и обрезаем ниточку, оставляя ее чуть подлиннее, чтобы вам хватило ее для того, чтобы пришить пучок к голове. Вяжем точно такой же второй. Связали все необходимые детали. Так выглядит шишечки или пучок. И вот так выглядит голова с волосами. Теперь давайте я покажу вам, как прикрепить челочку. Только показывать буду на своих немножко ободранных булавочек. Прошу за это прощения, никак не успеваю купить новые. Так, давайте покажу, как смотрится сзади. Где-то шапочка практически до шеи. Наверное, где-то 1 или 2 ряда всего не хватает. Так, с ушек на таком расстоянии одинаковом со первой и со второй стороны. И теперь начинаем. Кстати, можно еще посчитать. 1, 2, 3, 4, 5 рядов от бровки. Вот вверх шапочки, чтобы вам было удобнее ее расположить. Так, теперь прикрепляем. Начинаем с самой маленькой. Давайте просто ее вперед прикрепляем. Дальше чуть-чуть под углом я прикрепляю ту, которая побольше. Их все мы потом будем пришивать. И вот эту немножко ближе к бровке направляем. Вот так. Так, теперь самые длинные. Я думаю, можете просто посмотреть за тем, как я делаю. Не буду вам прям пошагово это рассказывать. Лучше покажу. Так смотрится первая сторона. Теперь давайте также прикрепим вторую. Вот так выглядит все у нас в приколотом виде. Теперь будем пришивать. Хвостик мы оставляли. Я пришиваю все очень длинной иглой. Так, начинаем. Сначала я выведу хвостик под столбик. Так будет аккуратнее.
Пришиваю я по краю между первым и вторым рядом, если считать снизу. Захватываю петельки головы, не только наши прически. Прошиваю 2 столбика. Далее ввожу иголочку назад на 1 столбик и снова захватываю вместе с петлями головы 2 столбика. Видите, у меня здесь захватываются все петельки, и верхние, и нижние. Опять делаю назад иголочку на 1 столбик и прошиваю вперед на 2. Таким образом я прошиваю по всему периметру головы. Давайте я сейчас это все прошью. Я думаю, вам было уже понятно. 2 столбика, потом назад иголочку на 1. Сейчас я это прошью, вернусь и покажу пару прядочек, как я пришиваю. Так, я все прошила, я вернулась на то место, где у нас начинается первая длинная прядка. Я не прошиваю их по всему периметру, я прошиваю только их краешки. Получается одним всего стежком. Так, теперь отступаю примерно полстолбика и перевожу иголочку на другую прядку. Здесь также примерно отступаю немножко расстояние и снова перевожу иголочку на 3-ю прядку. Так они пришиты. И немножко кончики торчат. Симпатично. Так я делаю со всеми остальными. Захватываю краешек, перехожу на новую. Все, пришейте прядочки и дальше будем пришивать пучки. Я допришивала челочку. И теперь будем пришивать шишечки. Я добавила наполнитель. Не сильно много, они все равно остались немножко такими мягкими, но форму свою держат. Ищем нужное нам расположение, которое будет больше нравиться. Прикалываем спицей или длинной иголкой, чтобы они уже были на одном месте и никуда не убежали. Можно даже, чтобы ровно пришить, посчитать, например, сколько рядов от начала. 1, 2, 3, 4, 5. И с этой стороны также отсчитать 1, 2, 3, 4, 5, чтобы были на одном уровне. Прикалываем также. И смотрим. Мне кажется, как будто чуть-чуть не одинаково. По-моему, вот так будет получше. И начинаем пришивать. Я покажу вам несколько стежочков, как я это делаю. Так, начинается у нас ниточка от шишки, поэтому мы захватываем петельку на голове. Я пришиваю только за сам паричок, только за эту верхнюю часть. Так, дальше захватываем, обхватываем последний столбик на шишечке. Дальше снова захватываем петельку на паричке.
И так поочередно пришиваем. Точно таким же способом пришейте голову, также захватывая петельку сначала на голове, потом на туловище. Способ одинаковый, поэтому я его отдельно уже показывать не буду. Дошиваем шишечки, голову к туловищу, и ваша куколка готова. Сейчас я пришью, соберу, покажу, что получилось у меня. Я все пришила. Небольшой такой совет: когда пришиваете голову к туловищу, наполняйте посильнее область шеи. А если не доверяете наполнителю, то можете еще вставить в шею ватные палочки. 3 штук будет достаточно для того, чтобы голова держалась ровно и уверенно. Все, наша куколка готова. Надеюсь, вязание далось вам легко, результат радует. И если радует вас, то и меня, соответственно, тоже. Всем спасибо за то, что вязали вместе со мной. Подписывайтесь на канал, смотрите остальные видео, там есть достаточное количество интересных мастер-классов. Всем еще раз спасибо и до новых встреч!